Чтобы сократить время видео, отвечу на два вопроса и представлю вывод заключения, основанное на 250 источниках, анализирующих татуаж. Итак, вопрос первый. Разве может быть вред от тату, если краска красит только кожу? К сожалению, это не так. Краски для татуировок заносятся не в эпидермис, а в дерму, внутренний слой кожи, где находятся кровеносные и лимфатические сосуды, сальные и потовые железы, нервные окончания, корни волос. Отсюда все токсические вещества разносятся по всему организму. Группа немецких и французских ученых провела химический анализ тату-краски, накопившейся в лимфатических узлах. Исследователи проанализировали лимфатические узлы трупов с татуировками на теле, а также трупов без татуировок. Патологоанатомы сообщили о том, что пигментированные и увеличенные лимфатические узлы наблюдались у трупов с татуировками на теле. Второй вопрос – безопасна ли брендовая натуральная краска, которая без всякой химии? Это больше миф, чем правда. К сожалению, даже в очень цивилизованных странах редко кто знает состав красок, какими выполнены тату. Послушайте выдержки из научных работ анализа химического состава краски для татуировки. Цитирую. В Австралии проанализировали чернила, используемые в тату-салонах, и оказалось, что в них может присутствовать 89 уникальных химических соединений, при этом далеко не все ингредиенты указаны на этикетке. Пигментом могут быть сажа, оксид железа, глина, кадмий, ртуть, нафтол, хром, куркума, свинец, малахит, медь, кобальт, лазурит, марганец, алюминий, диоксазин, карбазол, титан, цинк, барий, рутил. Носителями могут быть этанол, метанол, пропиленгликоль, сорбитол, глицерин, листерин, гамма-мелис. Сотрудники датского агентства по охране окружающей среды в исследовании, проведенном в 2012 году, установили, что пятая часть всех тату-чернил содержат канцерогенные химические вещества. Более того, канцерогены были обнаружены в 83% самых популярных чернил – черных. Однако вредны не только черные чернила. Кожа вокруг тату, исполненных желтыми чернилами, гораздо быстрее горит под солнечными лучами. На самом деле это форма аллергической реакции, и, по словам дерматолога Дэвида Лоршела, виной всему содержащийся в пигменте сульфид кадмия, который вызывает отеки, покраснения вокруг области татуировки под воздействием солнца. В 2013 году было организовано Европейское общество по изучению татуировок и тату-пигментов. Группа ученых объединилась с целью всесторонне изучить проблему и обеспечить нормы безопасности в тату-бизнесе, отрегулировать деятельность татуировщиков и производителей красящих пигментов. Именно это общество обнаружило барий, медь, ртуть и другие небезопасные компоненты в чернилах для татуировок. Их исследования подтвердили и несоответствие между указанным содержимым чернильных контейнеров и его фактическим химическим составом, обнаруженным при тестировании. Например, Сэмюэль Эпштейн заявляет, что у него есть фактические доказательства попадания наночастиц черных чернил в мозг и оказания на него пагубного влияния. Среди органических веществ в черной краске для тату встречается бензопирен – сильный канцероген, который в тестах на животных провоцировал онкозаболевания. Поэтому информация о том, что краска сертифицирована и прошла нужное тестирование, не соответствует действительности. А хуже того, спрогнозировать реакцию человека на татуировку очень сложно. Аллергическая реакция может проявляться через несколько месяцев или даже лет после нанесения. Возникает логичный вопрос. Если это наносит людям вред, почему службы надзора молчат? А они не молчат. Это люди ведутся на рекламу и тренды, а сами узнавать ничего не желают. Процитирую всего 2 постановления из ЕС, но подобные есть и в других странах. В начале 2022 года вступило в силу новое положение регламента, запрещающее или ограничивающее использование в ЕС около 4000 химических веществ, применяемых в производстве красок для татуировок и перманентного макияжа. По мнению экспертов, большинство этих субстанций недостаточно исследованы и могут быть вредными для здоровья. В этом 2023 году список расширился. В ЕС будет запрещена продажа и использование в числе прочих таких пигментов, как Green 7 и Blue 15.
Эксперты считают, что они содержат канцерогенные вещества, способные вызывать в организме человека образование злокачественных опухолей, доброкачественных новообразований, а также тяжелые аллергические реакции. Это решение принято в соответствии с регламентом ЕС по химическим веществам REACH. Но дело в том, что вышеназванные цветовые пигменты содержатся в 2/3 всех красок для татуировок, и альтернативы им на данный момент нет. В США в 2005 году был судебный процесс за иском Американского института экологической безопасности против 8 компаний, производящих чернила для тату. В результате этого процесса выяснилось следующее. Чернила в татуировке размером 7 на 12 см содержат от 1 до 23 микрограммов свинца, по сравнению со стандартом 0,5 микрограммов в день, предусмотренным постановлением 65. В итоге, в результате этого судебного процесса с 2007 года основных производителей чернил обязали наносить на свои продукты предупреждающие этикетки, в которых говорилось, что определенные чернила содержат много тяжелых металлов, в частности свинец, мышьяк и другие, и что некоторые из их ингредиентов связаны с раком и врожденными дефектами. Таких законов и судебных процессов было много, но вывод уже очевиден. Вред красок для татуировок и перманентного макияжа доказан. Но печально другое. Люди не знают об этих исках и постановлениях. Большинство не интересует надписи на упаковке, что это может вызвать рак или мутации у потомков. Люди больше доверяют моде, своим желаниям или мнению татуировщика, что в салоне за углом. Там скажут, что у них самая безопасная краска и что переживать не о чем. В общем, изучив много материалов, я пришел к выводу: безопаснее всего держаться подальше от татуировок на теле, татуажа бровей или губ. Храните себя. А что вы думаете относительно этой темы? Не стесняйтесь оставить комментарии. Может, у вас или ваших знакомых был негативный опыт, поделитесь этой информацией с другими. А на этом все. Не болейте, будьте здоровы, живите долго.